Алло, здравствуйте. Это служба безопасности Сбербанка. С вашей карты сейчас пытались снять деньги, и нам нужно пройти процедуру отмены платежа. Думаю, многие уже знают об этом разводе, либо сталкивались сами, и ни для кого не секрет, что этим занимаются зэки. Из мест не столь отдаленных набирают вам или вашим родственникам. Ребят, всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня мы поговорим о природе вот этих самых разводов. Я снимал уже дважды ролики по этому поводу. Первый аж в 2017 году, второй в 2019, и сейчас декабрь 2020, эта тема до сих пор остается актуальной. На днях прошли обыски в Матросской тишине. Сейчас мы посмотрим с вами небольшой репортаж с моими комментариями бывалого человека, скажем так. Перед просмотром прошу поставить палец вверх, подписаться на канал, если кто не подписан, сказать свое мнение в комментариях по этому поводу. Ну а мы начинаем. Кстати, ребят, пока не забыл. Мой товарищ сделал мне вот такой вот отличный аксессуар по моему личному дизайну. Это вещь такая прекрасная под документы. Все ручной работы. Оставлю ссылочку в описании. Всем рекомендую, ребят. Придете от меня, скажете, что увидели в ролике рекламу. Будет хороший скидон. Сейчас Новый год скоро. Отличный подарок. Начинаем, ребят. Так, вот в Матросской тишине ключник идет открывать камеру, чтобы шмонать. Сотрудников для своего сопровождения предстояло так, ребята идут с прогулки. Потом расскажу вам мошенников, которых видел я, и, может быть, некоторые схемы мошеннические, которые вы как бы не знали, да. Но вообще самый трэш-контент, который я не могу здесь показать на ютубе, рассказать вам, что-то творится в моем телеграм-канале. Как получить доступ к этому контенту, смотрите в видео по ссылке в описании. Десятков арестантов, в том числе подозреваемых в особо опасных преступлениях. Мероприятие не рядовое. Сейчас интересный момент будет, как они будут камеру ломать. Слух о том, что в Матросской тишине начались обыски. Слух, там быстро разлетается все. То есть там зэки в курсе всего, что происходит. Как только хоть кто-то зашел на тюрьму, там, не знаю, ФСБ, еще кто-то там, ну, короче, приехал по каким-то моментам, блядь. Об этом уже вся тюрьма знает, все прячут. Моментально разлетелся по всем этажам. Арестованные забаррикадировали двери. Сотрудникам изолятора сейчас интересный момент. Действовать крайне решительно. Не могут открыть дверь снаружи, представляете? Сейчас расскажу, почему, чего и как. Вот они пытаются выбить. Для человека непосвященного покажется странным, что сотрудники СИЗО пытались попасть в камеры таким образом. Ага. Ведь двери открываются наружу. Ответ прост. Дело в том, что просто. Ключи и замки объясняю нормально. ни при чем. Сидельцы Смотрите. блокируют вход изнутри, вставляют обрезок арматуры в распор двери. Вы все равно не поймете, но я вам сейчас объясню. Вот это, кстати, арматура называется на жаргоне теща. Смотрите. Изнутри дверь голая. На ней вот глазок и кормушка. Почему они ее открыть не могут? Короче, зэки вставляют железку в щель между дверью и дверным проемом небольшой, для того, чтобы дверь максимально прижалась снаружи. То есть замок, чтобы прижался и не мог замок шевелиться. Вот как это происходит. А та намертво застревает в металлической коробке. И тогда коробки, блядь. только один способ – расшатать дверь сильными ударами извне. Делается для того, чтобы чтобы неожиданно не зашли сотрудники администрации. Если начнут открывать дверь, они ее будут открывать до тех пор, пока зэки сами ее не откроют, вот эту штуку не уберут. А уберут они ее в том случае, когда они спрячут все запрещенное. Вот эту кормушку тоже точно так же замораживают тоже. Ну, это называется заморозить тормоза. Но даже такой способ разблокировки дверей... Не пукни, ёпта. Как смешно это смотрится. Представляете, менты, мало того, что у них полным-полно телефонов на СИЗО, с этих телефонов разводят, они еще, блядь, камеру не могут открыть даже, чтобы там отшмонать это все. Смотрите, прыгает. Киянка, хуянка. Нас такой киянкой на малолетке пиздили, кстати, вот эти ребята в форме.
Открывай, блядь. Блядь, пиздец, цирк. Наконец, дверь удалось открыть. Оперативники вошли в камеру. Их тут же окружили арестанты. Поднялся недовольный гул. Окружили, они знаете для чего? Чтобы, когда сотрудники полиции заходят, полиции, администрации, толпа стояла, чтобы не стоял кто-то один конкретный возле двери, и его так вот не цепанули и сказали, типа, ты дверь закрывал, нахуй, раз ты ближе всех к двери. Не, они встают все, типа, как игра, помните, раньше была вот так вот, я, там толпа стоит, там кто-то ткнет в спину, это оборачивается, там все, я, вот такая хуйня. Наш МОН. Ну да, они всегда предлагают сначала добровольно сдать, там Трампа смотрят. Кроме нас запрещенного ничего нет. Остальные все через досмотр уходим. Вообще, что это? Обысковые мероприятия, назовем это. Ага. Так бы и сказали. Начались обыски. В камерах нашли так называемые удочки. Удочки — это такие штуки, палки из газет делают ребята для того, чтобы, я думаю, ни для кого не секрет, что есть межкамерная связь, и из одной части тюрьмы можно легко написать письмо, которое называется малявой на жаргоне, в другую часть тюрьмы. Скрученные из бумаги палки. Арестанты просовывают их в окна. Вот об этом они говорят. Но они как-то все криво, блядь, рассказывают, хуй пойми. А в этом помещении и вовсе обнаружился высокоскоростной интернет. Роутер нашли. Оперативников высветился устойчивый Wi-Fi сигнал. Ну это и я, когда сидел, у нас были. И тогда один из обитателей камеры сильно занервничал. Это ваша камера? Да. Откройте мне камеру эту. Камеру откройте мне эту. Блогер, говорит. Че, говорит, блогер снимаешь? Опытный оперативник отвел агрессивного мужчину в сторону, спокойно поговорил с ним, и через несколько минут тот, как ни в чем не бывало, выдал Wi-Fi роутер. Все, оперативный сотрудник. Если у вас какие-то вопросы возникают, типа, почему он отдал, да, или там, почему так получилось, да, во-первых, мы не видим, как он отдал этот роутер, да, а во-вторых, если вы понимаете, о чем я, да, во-вторых, бывают такие моменты, когда можно обойтись малой кровью. К примеру, он им говорит, типа, слушай, отдай нам этот роутер, и мы уходим, мы не будем дальше шмонать, а у него лежит там, допустим, еще 5 телефонов в курках. Вот, он думает, блядь, да в пизду отдам я этот роутер, блядь, чтобы они отъебались уже от нас, а то сейчас найдут, вообще все вытряхнут. Это как вариант, я рассказываю. Че? О, какой. Как же попадают мобильники в следственные изоляторы и колонии? Ой. Об этом мы попросили рассказать директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова. Калашников. Он побывал в нашей студии. Давай, рассказывай. Несколько способов, как мобильные телефоны в усах, попадают например, в наше учреждение. моих. Прежде всего, конечно, это пронос адвокатами, близкими родственниками. Ну да, есть такое дело, на свиданку. Поступление телефонов через посылки. Такое бывает. Провоз в автотранспорте, беспилотные, так сказать, дроны. Квадрокоптерами сейчас он закидывает. Самый неприятный способ появления – это когда сотрудники придают интересы службы и Бабло побеждает зло. тоже проносят, так сказать, лицам, которые находятся в учреждениях, мобильные телефоны. Ладно, давай. Без помощи сотрудников никак попасть туда не могут. Вот ты осел, блядь, а тебе только что сказали, блядь, что могут родственники пронести, что может там квадрокоптером это все залететь, блядь. Кроме как, блядь, сотрудниками никто не может, блядь. Тупиздень. Да. За 10 месяцев 2020 года в учреждениях СИН изъяли около 50 тысяч единиц средств мобильной связи. Половину из них удалось отобрать на входе в СИЗО и колонии. Но вернемся к обыскам в Матросской тишине. Давай, ёпта.
Опытные уголовники организовали... Курки ищут, курки. На жаргоне тайник называется курок. Кстати, хочу сказать, что видео не несет никакой пропаганды, а просто я делюсь своим опытом, никому не желаю там побывать. Бля, я вот сейчас смотрю, мне же самому херово от этих воспоминаний. Спильников в самых необычных местах. Каких? Под крышкой холодильника. Ну, давай, нашли, молодцы. В обеденных столах и деревянных скамейках. Чтобы вы понимали, этот сюжет на ютубе называется «Шахты и какие-то канавы, блядь, в матросской тишине». Ну, это ебаный кликбейт, люди смотрят, думают, бля, нихуя там под матросской тишиной тоннели, блядь, там зэки могут на свободу выходить. На самом деле, вот, в матросской тишине нашли тайные шахты и каналы. Что вы думаете, блядь, первым делом, когда вы видите такое название? Что под матросской тишиной есть, блядь, выход на волю, зэки ходят на свободе, блядь. Но на самом деле речь идет вообще не об этом. Сейчас смотрите. Все в рот выебали нахуй. Весь стол, блядь, все нахуй. Также в стенах камер были обнаружены шахты, по которым переправляли... Вот какие шахты. Посылки. В стенах, блядь. Вот они, шахты. Величиной, блядь, с пачку сигарет шахты. Эти шахты, которые они называют шахты, и назвали они так ролик, нашли тайные шахты, это называется кабура. Это дырки в стенах по всей тюрьме. То есть, чтобы вот передавать, тусовать, короче, блядь. Ну, это вид такой дороги, вид межкамерной связи. Никакие это не шахты, блядь, и не каналы, блядь. Вот они, дырки в стенах, которые они назвали шахты, блядь. Шахты. В голове у вас шахта, блядь. Сука, журналюги эти, блядь. Чтобы этого всего не было и избежать, это нужно сегодня устранить. То есть заштукатурить вот эти вот. Заштукатурить. Заштукатурить, причем очень быстро, очень прям качественно. Пробьют еще, не переживайте, блядь. 300-кой, блядь. Ну чё, все, пиздец, нет? Самодельные тряпичные чехлы прятали мобильник. Короче, смотри, тут больше нехуй, давайте обсудим вообще происходящее. На моем веку я видел подобных людей, мошенников. В нашем лагере в Архангельске стоял запрет от вот этих людей на занятия подобные. То есть, если брать понятия тюремные, по понятиям это запрещено делать, потому как на месте потерпевшего может оказаться чья-то мама, чья-то бабушка, чья-то жена. В основном это женский пол ведется на всю эту фигню. Поэтому, в общем, это запрещено. Но есть недобросовестные люди, кто этим занимается втихаря. И как бы похуй им, да? Ну, на свой страх и риск. Они вот бабло это, блядь, хотят и всеми способами, блядь, его пытаются заработать, наплевав вообще на всех. Кстати, занимаются этим в основном те люди, которые в таких достаточно низких кастах находятся, так называемых шнырей, петухов. Короче, порядочные, скажем так, арестанты этим не занимаются, боясь, что с них как бы спросят за это. Вот. Я видел таких людей, кто этим занимался. Я, конечно, их не ходил, не сдавал, вот так вот, когда где-то проходил мимо и слышал, что по телефону кого-то разводят. Вот, я не шел и не говорил, там разводят кого-то. В теме ли люди, допустим, из блаткомитета, да, либо из, так сказать, сотрудников, да? Я думаю, что да, потому как даже если это запрещено, скажем так, да, законами внутренними тюрьмы, по-любому находятся недобросовестные люди у власти,
среди арестантов, которые это знают, но дают негласно добро, вот так вот человеку, да, занимайся, плати мне копейку, но если что, я тебя не знаю. Он просто ему разрешает, то есть он берет с него деньги, чтобы он его не замечал. Думаю, такое имеет место быть. Думаю, также сотрудникам многим платится. Я примерно помню, когда у нас одного приняли, человека, да, их иногда приезжали, вот так вот принимали, его оборот составлял в месяц 100-150 тысяч. Вот. Он, правда, занимался не вот этими телефонными разводниками, он сидел под страницей не типа девочки несовершеннолетней, на друг вокруг ебаном, знакомился там с парнями, потом им, короче, типа за деньги присылал фотки откровенные, а потом типа шантажировал, говорил, что мне типа нет 18, там, мне 14 лет, типа я на тебя напишу заявление. Вот, и люди, короче, платили. Срок у этого человека был 15 лет, ему еще, блядь, добавили, мне кажется, лет 5, мы его больше не видели, его увезли. Наверное, ему поменяли режим со строгого на особый. Виталик, привет тебе, если ты смотришь. Что я думаю, вряд ли, конечно, там, блядь, нету телефонов. Короче, это вот один случай. А другой у нас случай был. Какие вот вообще есть схемы разводов? Вот такие, как бы, как я сейчас еще назвал, да, вот помимо там Сбербанк, Хуянг. Потом, вот что типа девочка несовершеннолетняя. Еще есть развод по возврату документов. Есть там всякие сайты, где люди пишут там типа, ну, потерял, нашел, да, там, ну, к примеру, называется сайт. Человек там пишет, ребята, помогите, я потерял документы, либо потерял телефон. Вот мошенники видят вот это все и набирают типа, алло, здравствуйте, вам напарник мой звонил, это ломбард. Тут какой ломбард, какой напарник? Дело в том, что к нам принесли ваши документы. Вы же утеряли документы, говорите. Тот, да, тот на радостях, блядь, да, мои документы нашлись. Неужели, охуеть, как классно. Тот говорит, в общем, ну смотрите, вы будете там забирать их, не будете? Нам надо где-нибудь с вами встретиться. Тот говорит, да, конечно, буду. Если он начинает спрашивать, типа, а что там за документы, что там типа за телефон или что, ему говорят, мы не знаем, нам принесли в конверте запечатанном, я его как бы открывать типа не имею права, я вам его весь принесу, вы там будете на месте проверять. То есть договариваются о встрече. Естественно, встречи никакой не будет, потому что человеку на том конце провода еще сидеть лет 8, блядь. Короче, забивают стрелку где-то возле какого-нибудь, как правило, торгового центра, чтобы человек стоял и рядом был терминал пополнения Киви кошелька или баланса. В общем, тот человек приходит якобы со своими документами и на том конце провода, короче, говорят, слушай, да, все, я тебя вижу, вот я там-то, я вижу вас на крыльце этого торгового центра, а сейчас мы будем с вами производить безналичный расчет за оплату моих услуг. Тут что за безналичный расчет? Вы понимаете, нам запрещено деньги брать на руки. Вдруг вы сейчас там с полицией там или еще что-то типа там, вот я специально с вами и договорился там встретиться, вот чтобы мы там под камерами увиделись. Вот. Просто очень часто бывает, что как бы приносишь документы, отдаешь, как бы, а человек говорит, ну все, пока, типа, и кидает. Давайте так, вы мне сейчас положите в терминале, да, на, допустим, Киви кошелек 3000, я к вам подойду, отдам документы, либо положу где-нибудь, вы подойдете, их сейчас сами заберете. И я вам хочу сказать, что, наверное, 7 из 10 людей ложат на телефон. Насколько я вот наблюдал, как живут эти вот люди, которые, ну, этим мошенничеством занимаются, блядь. Короче, большинство людей, надеюсь, что как бы их, блядь, не кинут, и что они сейчас получат свои документы, вроде как бы все сходится, ложат деньги или кладут, кому как больше нравится. Дальше там еще иногда бывают, разгоняют их и там типа, я забыл еще там 500 рублей или 1000 положите за мои курьерские услуги, короче, ну, выжимают до талого, блядь. Короче, естественно, никаких ни документов, ничего. Такая вот хуйня. Какие еще есть варианты? Мне как-то звонили тоже. И часто связано бывает то, что когда звонят, пытаются развести, когда ты выкладываешь, вот я вот с чем, не знаю, связано, когда я продавал машину, выкладывал на Авито, мне постоянно кто-то звонил, типа, блядь, вот часто по этим разводам.
Как-то, может быть, пытались меня развести на покупку, продажу. То есть, Сергей Александрович, здравствуйте, вы там машину перейдите, там, типа, я вот готов купить, но я в другой стране, там, или в другом городе, вы можете, типа, транспортной компании на вагоне отправить, я вам предоплату внесу. Короче, вот такая какая-то хуйня. Схем этих очень много, еще раз повторюсь. Просто не хочу здесь озвучивать. Очень много. В телеграм-канале переходите, очень много интересного. Сейчас мы, например, вот обсуждаем, не скажу, что на самом деле. Бандитов, с которыми я сидел, членов ОПГ, мы уже обсудили. Сейчас у нас новые темы. Кстати, напоследок расскажу вам еще один случай. Очень древний был развод, когда типа: алло, мам, я в беде, там, я в милиции, я в полиции, помоги, пожалуйста. Короче, у нас таким способом один тип, даже не один, их двое было в этой теме, развели, короче, престарелую женщину на 400 тысяч. Потом приехали сотрудники и их, короче, задержали. Кстати, хочу вам сказать, что когда они приезжают, сотрудники, вот это происходит не так. Вот это приезжали сотрудники МВД. В основном этим занимается ФСБ. Вот к нам, по крайней мере, приезжало в зону ФСБ. И когда приезжали они, знаете, как происходило это все? Они зашли, с ними не было никакой ни администрации, ничего. Они зашли со своим оборудованием. Они сразу прошли в то место, где спрятан телефон того человека, который занимается этими разводами. То есть они уже все знали. Они взорвали там вот этот тайник и взяли только его телефон. Там еще лежало 3 телефона, они их не тронули, они их не интересуют. Взяли его телефон, взяли его на построении из отряда, выдернули, забрали и все, и больше мы его не видали. Вот так вот они работают, они целенаправленно, они приходят уже, знают где что. Они вот то, что нам показали, это какая-то хуйня на самом деле. Но такое происходит только когда много потерпевших и много уже заявлений, и, короче, надо человека уже брать за яйца. В общем, после того, как они развели эту бабушку на 400 тысяч, такая же произошла ситуация. Пришли, забрали, короче, этих 2 людей. Одного отпустили, я не знаю почему. Ну как, он был у нас дневальным на отряде, может быть, как-то за него администрация договорилась. А второго, короче, держали месяцев 6, наверное, в карцере. Вот. Он там сидел, блядь, в карцере. В одиночке, блядь. Короче, его там, не знаю, по-моему, еще потом ему срок добавили. Когда он вышел из карцера, мне оставалось сидеть месяц, у него были вот такие ословевшие глаза, блядь, охуевшие просто. Он там не затыкался, говорил, короче, блядь, потому что, блядь, все это время он там молчал, сидел в одиночке, и к нему не было никакой ни связи, ничего, ему даже сраную книгу не давали. Я не знаю, как он там с ума не сошел, но я думаю, что он знал, на что идет. В общем, вот так это происходит, вот так это карается. Потом вроде как с него тоже и блатные тоже получали. Блять. Когда он вышел из изолятора, естественно, ни тех телефонов, ни тех денег уже ничего не было. Его и баба его кинула, блять. Короче, пиздец. Ничем хорошим это никогда не кончится, ребят. Ничем. За все в этой жизни нужно платить. Поэтому, подводя итог, будьте осторожны, ребят. Если с вами, объясните своим женам, матерям, что если вам позвонят из подобного места, пускай они наберут сначала вам, и вы уже разбираетесь с этой ситуацией. Доведите это для тех людей доверчивых, кто есть в вашем окружении, родные и близкие. Сами будьте осторожны, следи за собой, будьте осторожны, как я всегда говорю, ребят. Все, до новых встреч. Лайк, подписка, колокольчик, коммент, вся хуйня, все, что просил в начале, надеюсь, увижу от вас в конце. Обратную связь очень люблю, лайкаю комменты, обращаю на них внимание. Увидимся.